Очень непростая тема, в особенности в мире парикмахеров, стилистов, визажистов. Архетипы и психология в прическе и стиле. Так ли это важно? Попробуем сегодня с вами немного разобраться. Как всегда, с вами Снежана Музаваткина, технолог-стилист компании HairShop. Под ним понимают универсальные, базовые, врожденные структуры личности, приобретенные, которые и определяют потребности человека, его чувства, мысли и, самое главное, поведение. То есть это как роль в кино. Сегодня вы Зена, королева воинов, завтра вы мать, послезавтра девочка-припевочка. Мы чаще всего не задумываемся о своих сценариях. Психотерапевт поможет избавиться от них или улучшить качество вашей жизни. А вот стилист поможет поменять во внешности ваш образ. Психология и стиль. Давайте разбираться. Внешность очень важна, так как люди не только воспринимают информацию через родной язык, но куда гораздо большую информацию они черпают из внешних источников. Манера одеваться, поведение, как человек интонирует слова, куда больше нам говорит, чем сам родной язык. Здесь мы сразу на людей, когда их встречаем по внешности, по одежке, и вешаем ярлыки. Блондинка, я же мать, училка, ботаник, зануда и тому подобное. Поэтому важно разбираться в архетипах, важно разбираться в собственном архетипе для того, чтобы в нужный момент включить тот или иной архетип. И вернемся к архетипам стиля. Вот представим ситуацию, что вы внутренне находитесь в данный момент в архетипе матери. И ваша внешность также говорит об этом. Практичная одежда, убранные волосы, отсутствие или минимум макияжа. Ведь архетип матери направлен на уход за детьми и окружающими, а не на себя. А вас пригласили на свидание, где так нужна легкость, эмоциональность с нотками романтизма. Что же делать? Понимать различия архетипов, тех сообщений, которые они посылают невербально, и умение переключать их в разных ситуациях и с помощью них посылать те неуловимые сообщения обществу. Да, это непросто, но можно попробовать. То есть сегодня вы мама, да, вечером вы идете на свидание, переодеваете этот архетип в девочку, послезавтра вы разбираетесь с рабочими по смете, какой вы ремонт делаете, и вы воительница. То есть в разных ситуациях жонглировать этими архетипами и правильно посылать сообщения обществу. Конечно же, клиенту все равно комфортнее с собственным архетипом, да, потому что не задумываемся, мы зашориваемся в этой жизни и не понимаем, какое впечатление мы производим, какой архетип мы с собой на плечах своих носим. Например, матери, которая внимание ее направлено на внешнее, удобнее всего с практичной одеждой, с практичной прической, минимум макияжа, поход к парикмахеру по праздникам. Воительница, например, второй яркий архетип, вообще практически не любит ходить к парикмахерам, либо это ультракороткая стрижка, и все нормально. Ей же воевать, а зачем на свою внешность тратить время? Поэтому давайте вкратце опишем, какие архетипы чаще встречаются среди наших клиентов. Архетип мудрец. Его еще называют мыслителем, для которого духовное имеет большее значение, чем материальное. Мудрец спокоен и собран, сконцентрирован. Для него важны аскетизм и простота. Архетипы личности имеют и определенную цветовую гамму. Так вот, для мудреца это ахроматические, бесцветные оттенки. Внешне философы могут казаться холодными и необщительными людьми, но это не так. Они всегда экспериментируют, узнают что-то новое, творят и своими мудрыми советами помогают каждому. Оша среди мужчин, наверное, будет самый понятный чисто визуальный пример. Среди женщин, наверное, Татьяна Черниговская больше всего подходит под описание. Архетип анима и анимус – это один из архетипов гендера, женская составляющая психики в мужчинах и, наоборот, мускулинность в женщинах. Очень неоднозначный архетип, проще говоря, что в мужчинах, что в женщине проглядывается бисексуальность и неярко выраженный во внешности гендерный признак, то есть унисекс.
Данила Поляков – пример мужского стиля. Среди женщин Тильда Свинтон очень ярко выраженный анима в ее ролях и стиле. Архетип матери – это начало всех начал, и этот архетип психология особенно выделяет. Пожалуй, самый распространенный тип женщины на Руси. Чаще всего не хватает на себя времени и выглядит достаточно скромно. Или худший вариант – делает короткую стрижку, растянутые свитера, годами заношенная одежда, ибо возраст, дети, о сексуальности я вообще не могу здесь сказать. Она как будто вообще стерта с лица и внешности. Пусть это и очень важный архетип, но все же очень невыразительный. Кстати, они также редко ходят к стилистам, на себя же времени нет, я же мать. Самый мой любимый архетип – это то, что должно в нас, женщинах, закрепиться навсегда. Нежность, сексуальность, веселость и непосредственность. И, кстати говоря, самый востребованный образ у стилистов – это как раз архетип девочки. Ведь мы всегда стремимся к легкости и молодости. Но не всегда этот образ подходит в конкретных ситуациях, где нужно проявить себя как мать, воин, руководитель, мудрец. Как часто вы слышите о себе, что вы ведьма? Наверное, второй мой любимый образ – это ведьма. Во внешности ведьмы, как правило, длинные вьющиеся волосы, пышные объемные укладки или, наоборот, сдержанный образ с заколотыми волосами, образ царицы, светской дамы. В общем, она всегда меняет свои образы, жонглирует ими. Всегда в стиле ведьмы есть некая сексуальная притягательность и харизма. Харизма девушки с таким архетипом называют роковым. Архетип шута – это креативно мыслящий архетип. Они открыты, приветливы и способны даже самую рутинную и скучную работу превратить в творческий процесс. Все мы можем привести парочку примеров из жизни, из наших друзей. Они одеваются в яркие краски, часто меняющиеся образы в прическе и одежде. Все время надо удивлять и радовать. Для женщин можно сказать, что архетип шута проявляется в стиле в подростковом возрасте, но и в 40, и в 50, и в 60 в этом архетипе мы также встречаем людей. К чему вся эта передача? Я часто слышу от своих клиенток о том, что после приема, после прихода ко мне на прическу, у них что-то изменилось качественно, в лучшую сторону. Чаще всего мои клиенты доверяют моему вкусу и прислушиваются к моим советам. Так вот, если ваш клиент застрял в состояние архетипа шута, воительницы, матери, мудреца, а внутренне он хочет соблазнять, быть в архетипе ведьма, либо быть более романтичной девочкой, припевочкой и ходить на свидание, чтобы наладить свою жизнь, так помогите своему клиенту, помогите изменить буквально его жизнь, его сценарий через внешние атрибуты. Очень непростая тема, очень важно понимать обратную связь. Интересна ли это вам тема? Хотите, мы будем дальше углубляться в архетипы и развивать каждый раз новые грани в этой психологии? Не забываем, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие уроки от Сьюзи. Как всегда, с вами была Снежана Музаваткина по архетипу ведьма.